Всем привет! Сегодня буду гадать. Посмотрим на воде. Так, отвечу тем, которые начали писать неплохие комментарии по поводу кофейной гущи на бумаге. Для тех, кто не разбирается и думает то, что кофейная гуща только читается на кружке. Вы глубоко ошибаетесь. Я обращаюсь именно к тем людям, которые не разбираются, к таким добрым, как они называются, там, хейтеры. Если вы не знаете, как читается вообще кофе, кофе можно хоть размазать по руке, читать на бумаге, в любом формате. Ну и с одной стороны вам тоже спасибо, да? Молодцы такие. Все равно умудряетесь писать негативные комментарии, но я таких вот злых людей буду теперь просто блокировать. Итак, сегодня мы сейчас будем смотреть на воде гадания, да? Сейчас я выберу такую тему. Давайте посмотрим, как мысли вашего партнера. Так, мысли партнера. Видите, да? Написала мысли партнера. Вы загадываете своего мужчину. И сейчас давайте посмотрим. Это еще для тех, кто не знает, что еще можно читать и на воде. Так, сейчас посмотрим. Что этот партнер? Во-первых, он правда о вас очень много думает здесь. Очень много. Знаете что? Здесь показывает, что как будто мужчина убегает. Убегает. И, кстати, мужчина стоит сейчас в какой-то пропасти. Какая-то пропасть здесь есть. Понимаете, что у него, кстати, очень много проблем в жизни у этого мужчины. Мысли, я вам, знаете, скажу, такие здесь, ну, больше негативные. Вот злость какая-то в нем. Так, еще. Если вы думаете о том, что с этим мужчиной у вас конец, нет, глубоко ошибаетесь. Этот мужчина не привык, чтобы побеждала здесь женщина. Мысли у него, знаете, здесь какие? Вот каким-то образом он выйти с вами на связь здесь хочет. Между вами здесь огромные идут препятствия. Причем этот мужчина, кстати, на данный период времени может болеть. Прям, знаете, гора препятствий. Так. Кстати, знаете, у этого мужчины почему-то здесь то ли с потенцией проблемы. Вот нижняя часть у него страдает. Кстати, это, возможно, еще и геморрой. Не знаю, если вы знаете. Мысли у него такие, знаете, что все равно он хочет выйти с вами на связь, написать. Здесь какая-то женщина от него ждет новостей, но новости не идут. Знаете что? Мысли какие у него по поводу вас? Что вам сейчас очень хорошо, потому что вы здесь как порхаете. Понимаете как? Еще могу сказать, то, что с этим мужчиной выпадает здесь летучая мышь, огромная летучая мышь. Этот мужчина, я так понимаю, такой характер здесь тяжелый и напакостил вам здесь. Помимо этого, я вам скажу то, что мужчина, он не признает свою вину, понимаете? Хотя здесь еще вышел, вот у него аура такая тяжелая, здесь прям черная. Очень черная. Кстати, этот мужчина хочет карьерного роста. Но мысли с вами какие здесь? Мысли то, что здесь сожаление есть о прошлом. Женщина здесь от этого мужчины уходит. Понимаете? Уходит куда-то. И он об этом прекрасно знает. Да, женщине здесь много проблем натворил. Мысли у него по поводу вас. Вот знаете как? Вот такое ощущение, что хочет вам написать и стирает сообщение здесь. А женщина куда-то уходит от него. Кстати, между вами здесь еще есть расстояние. Какие-то здесь мысли непонятные. Так, какие еще мысли?
отношении вас. Посмотрите, он сам ждет от вас новостей. Ох, как он злится, как он злится. У него прям, знаете как, вы его здесь настолько раздражаете. Ну, знаете, чем вы здесь раздражаете? То, что вы здесь пошли вперед. Кстати, я вам скажу, есть еще женщина выходит с ребенком, ушла. Если у вас есть дети здесь, женщина ушла здесь, понимаете? Эту женщину оставил он. Женщина ушла здесь, вот она с ребенком уходит. Своя тропинка. И его это очень сильно раздражает. Но я вам скажу, этот мужчина, вот он хочет, понимаете, вам столько проблем здесь, вот наложить на вас столько проблем, но почему-то вы от него ускользаете здесь. А мужчина прям, ой-ой-ой, какой здесь. А женщина пошла в свое будущее, в светлое будущее. Вот он, мужчина, ушел. Мужчина уходит куда-то, ушел. Понимаете, женщину оставив здесь с проблемами. Женщина уходит, но она уходит не одна, с детьми куда-то уходит. Понимаете, мысли у него такие. Ему не нравится то, что у вас то ли карьера пошла с работы, вот что-то женщина как будто самореализовывается, что ли. А он, как, понимаете, вот между вами есть огромное расстояние здесь. Он за вами здесь наблюдает. Понимаете, и он делает все. Пакостей здесь много натворил вам. Хотел репутацию вам подпортить, но со стороны он все равно за вами наблюдает. А вот вы, здесь вот видно, женщина, путь был долгий. Женщина здесь много плакала. Много плакала. И идет она в одиночку, но с ребенком. Если у вас есть ребенок, то это вы. Если нет детей, то все равно женщина здесь идет, а вот кто-то с ней рядом идет здесь. Но мужчина злится на нее. Понимаете, мысли таковы, что он не хочет, чтобы вы уходили из его власти. Мужчина здесь, вот видите, он сам здесь выпал. Вышел здесь такой вот в черном одеянии. И понимаете, он хочет прям затмить, прям. Так, еще могу сказать. То, что у этого мужчины кто-то из родственников мог умереть, кто-то уйти в иной мир. То ли ушел уже, то ли в ближайшем будущем уйдет. И еще могу добавить, да, то, что этот мужчина на данный период времени, да, он как одинокий, холодный. И вот вы для него, да, мысль-то о вас, вы для него идете как вот, как звездочка, как надежда, понимаете, что, но все равно между вами здесь расстояние, препятствия есть, какие-то третьи лица, которые лезут в ваши отношения. Здесь тоже есть такое. Мужчина здесь идет, знаете, какой, высокий, такого либо спортивного телосложения, либо обычного телосложения. И вот за ним, я вам скажу, какая-то здесь рядом есть полная женщина. Может, это его мама рядом, низкого роста. Какая-то здесь женщина. Вы здесь вдалеке. Понимаете, что он от вас весточку ждет, но женщина здесь ушла от него, покинула. И его эта ситуация очень сильно злит, прям вот прям до ненависти. А он этой женщине очень много препятствий здесь сделал, таких очень много боли. Но мысли о вас такие, правда, человек о вас думает. Думает о вас. Еще, ну-ка, скажи, какие мысли у тебя связаны с этой женщиной, которая смотрит, которая загадала тебя. Какие еще у тебя мысли? Ох, какой он нечистый. Ох, какой. Это, скорее всего, будет для тех, у которых есть общие дети с этим мужчиной. Понимаете, что... Ой, здесь мужчина прям так хорохорится, я вам скажу. Прически такие себе делает. Здесь моложавится такой вот, знаете как... Он то ли, может, волосы у него кучерявые, либо волосы вот как-то вот такая вот пышноватая прическа здесь. Еще такое лицо надменное. Надменное, на всех свысока смотрит. И смотрите, он прям здесь вот за каждым шагом, за этой женщиной прям следит через, знаете, как через третьих лиц собирает информацию. Потом он не хочет, чтобы у этой женщины получилось, понимаете, оставить его. Эта женщина ушла уже, а у него злость, смотрите, какая, прям ненависть к этой женщине есть. Почему? Потому что он разбился, остался у разбитого корыта. Здесь с ним есть еще какая-то женщина рядом. Может быть, это, не знаю, какая-то, может, подруга, может, любовница его. Тоже, понимаете, такая же, как он. Там вот как два стервятника. А женщина уходит. Ушла она.
понимаете, это его сильно злит здесь. Кстати, я вам правда говорю, то, что у этого мужчины полностью с головы до ног, да, ну, у него какая-то здесь аура темная, тяжелая прям. Вот знаете, его жизнь как вот выжженное поле. Такой вот надменный, неприятный мужчина. Мысли о вас такие, что все, вы покинули его. Понимаете, посмотрите, он остается. У него жизнь какая-то там, то ли с работой у него не идет. Вот прям вот, знаете, как вот, ну, бич, вот реальный бич, духовный бич. Вот как будто эта женщина ушла в светлое будущее, да, он остался в своем дерьме здесь. Но извините, это так выходит здесь. Понимаете, что? А этот мужчина не признает своей вины. Проблема вот в нем есть. Здесь чересчур эгоистичный мужчина. Здесь у него эго, знаете, какое, трехметровое. И смотрите, как он за этой женщиной, видите? Видно вам или нет? Он прям, знаете, как... Вот прям с глаз у него идет, вот как труба такая, вот за этой женщиной все следит, следит. Ему доносят информацию по поводу этой женщины. А его темные ручки никак до нее не доходят. Возможно, эта женщина, вы, может, его заблокировали, где-то он на расстоянии, но он, несмотря на то, что расстояние есть, да, все равно кто-то ему доносит информацию о вас. Еще под ним есть женщина. Женщина, не знаю, может, она постоянно черное носит. Тоже вот какая-то плохая энергетика есть. Мысли у вас вот такие у него, куда-то пошла. И я вам скажу, он хочет вас опять засунуть. Я не исключаю, что этот мужчина, может быть, был тираном, издевался над вами. Может, потому что здесь, понимаете, здесь его жизнь какая-то темнота здесь. Просветления никакого нету вообще. Так, ну-ка, что у тебя там внизу? Я вам, знаете, что скажу? Что внизу? Имейте в виду, будьте с ним очень аккуратно. Очень аккуратны будьте с ним. Он как стервятник. Смотрите, он еще вам скажу, от вас ждет новостей. Видите? Новостей ждет. Не исключено, что вы в ближайшее время, да, получите от него какие-то новости. Но я вам скажу, здесь мужчина, он сам идет как стервятник. И он вас здесь разодрал. Вот прям, вот знаете, как разодрал, прям по кусочкам. И здесь опять он выходит, смотрите. Здесь он на расстоянии, здесь еще кто-то за вами наблюдает. Понимаете как? То ли он на вас, у него слишком здесь большая обида, здесь, что он прям как разорвать вас хочет. Видите, он вышел здесь как стервятник. А внутри-то что его? Знаете, что внутри его? Он сам себя внутри поедает. Вот этот ваш кавалер. Кстати, у него дела стоят. Дела стоят. Так. С ним женщина здесь рядом есть. Мысли у него такие, как бы вам, знаете, как вот причинить бы еще зла, что ли. Так, ну-ка скажи еще, что ты хочешь передать этой женщине, какие у тебя мысли касательно той женщины, которая смотрит. Ну, это понятное дело, что ваш бывший, да, здесь. Я вам, знаете, что скажу? Мысли у него правда. Все мысли сосредоточены на вас. Вот посмотрите, все собралось в его негативной голове. Так, мысль здесь о вас, то, что он ваш адрес здесь. Ох, какой он здесь. Ох, какой любопытный мужчинка. Ох, у вашего мужчины может быть нос такой большой. Ох, как он о вас здесь собирает информацию, доносит ему, доносит. Помимо этого, у него еще мысли сосредоточены на самом себе. Очень эгоцентричный здесь мужчина, очень. И я вам, знаете, скажу, очень болтливый. Очень болтливый, видите, у него нос большой здесь вышел, и рот, вот прям, вы знаете, как рот не закрывается здесь. И прическа здесь, кстати, такая вот, не знаю, пышная, либо он такой вот, волосы как-то, вот знаете, может, гелем пользуется. Вот такой вот здесь мужчинка вышел. Однозначно неприятный. Кстати, и еще могу добавить, что он двуличный. С этой стороны он себя, он как последний, да, эгоцентричный. А с этой стороны, он, знаете как, по жизни, он такой вот, да, кому надо, он полижет попку, а по отношению к вам он здесь почему-то злость такая. Ну, это понятно, потому что вы его оставили, скорее всего. Он много еще о деньгах думает. Видите, у него дела встали, деньги, деньги, нужны деньги ему. Так. Он, кстати, знаете, еще себя пытается как-то контролировать. Но я вам скажу, этот сам мужчина сам по себе, он такой вот холодный, одиночка, но и при этом, знаете, как из себя строит прям короля. Такой вот прям, ох, какой эгоцентричный. Манипулятор здесь вышел, манипулировать любит. Кстати, еще могу добавить.
есть кто-то, опять вам повторяюсь, есть в вашем окружении какой-то человек, который полностью дает ему информацию о вас. Имейте в виду, будьте бдительны. Так, еще раз повторяюсь о том, что здесь кто-то из его родственников или кто может сильно заболеть, и кто-то может покинуть этот мир. Либо уже покинул, либо в ближайшее время покинет. Понимаете как? Это у меня тоже было экспресс-гадание. То, что для любимых моих хейтеров будут потом опять писать, что такого гадания не существует. Но мне вас очень жаль, если вы не просвещены. Все-таки это тоже у нас экспериментальное гадание. Если вам понравится, пожалуйста, комментируйте. Тоже буду интересно снимать на воде. И также хочу добавить то, что личные расклады я делаю только на Таро, на кофе и на воде. Я буду чисто делать для вас, для Ютуба и для ТикТока. Еще опять повторяюсь. Опять выходит здесь могила. Этот мужчина кого-то потеряет. Видите, там все равно могила вышла. Какие-то потери у этого мужчины есть. Ну, вот так вот, мои друзья. Если и вам и понравится и такой формат, то буду радовать вас и такими форматами. Итак, мои друзья, мои подписчики и новые зрители канала, пишите, комментируйте, я буду читать. Мне очень приятно, когда пишут. Для хейтеров скажу вам одно, то что если вы не знаете, да, ну как и до этого высказалась, да, еще раз повторяюсь, то что гадать можно хоть на листьях, хоть понимаете, что хоть на простых шарах. Самое главное, чтобы у человека была хорошая интуиция, да, и человек умел считывать это. Ну, я обращаюсь к своей адекватной аудитории. Если вам понравился такой формат, кофе, вода, Таро продолжается. Также на Таро принимаю личные расклады. Вернее, на личные расклады принимаю ваши заказы. Также кто хочет оказать мне поддержку, мои донаты, ссылка на мой донат будет в описании к этому видео. Всех благодарю за обратную связь и до скорой встречи.